Хотите, чтобы ваша старая фотография заговорила, моргнула и даже пошутила голосом Дарта Вейдера? Я собрал топ нейросетей, которые оживляют фото лучше любой волшебной палочки. Привет, друзья! С вами Pancake, ваш проводник в мир волшебных превращений и перевоплощений. Поехали! MyHeritage – Deep Nostalgia. Оживи семейные воспоминания. Сегодня я рассказал дедушке Дарвину о том, куда нас завела эволюция, и видели бы вы, какие огромные у него стали глаза. Итак, представляю вашему вниманию первую звезду этого грандиозного шоу — MyHeritage, а точнее один из ее инструментов — Live Memory. Это не просто сервис для создания анимации из изображения, а самая настоящая эмоциональная машина времени. Что же умеет этот инструмент, Pancake? Спросите вы меня. А вот что, он позволяет превращать статичные фотографии в короткие видеоролики, заставляет их двигаться, обниматься друг с другом, отправлять воздушные поцелуйчики вам, а также смеяться и петь. Ну или удивляться, как мой друг Чарльз. Пальчики успеваете загибать? А что еще мне особенно нравится в этом ностальгически настроенном сервисе? Он оживляет не только персонажей, но и фон изображения. И смотрится это так круто, что прямо мурашки по коже. Доступные эффекты. Невесомость, подводный мир, динозавры и даже сценка с дождем. За несколько секунд фото превращается в мини-фильм. Как вы думаете, кто в моей анимации ходил за спиной у Дарвина? Правильно, тиранозавр. Но не переживайте, все обошлось. Пользователи могут выбирать между автоматической анимацией сцены или применять одну из 10 доступных пользовательских анимаций. Кстати, технология анимации лиц в Deep Nostalgia была разработана израильским стартапом DID. Эта нейросеть очень активно развивается. Сейчас у нее своя платформа, они создают крутейшие продукты и узнаваемые IP-проекты. И в этом ролике мы обязательно к ним вернемся. А пока разберемся, как работать с MyHeritage. Инструкция по установке. Теперь всех чайников прошу сосредоточиться. Даю четкие инструкции, как превратиться из скромного юзера в настоящего мастера спецэффектов. Шаг первый. Берем телефон, планшет или компьютер. Заходим в App Store или Google Play. Находим MyHeritage и жмем «Установить». Ждем, пьем чай. Приложение ставится. Запускаем и регистрируемся. Тут можно придумать себе благородную фамилию, типа фон генеалогиев, но лучше вводить реальные данные. Шаг второй. После входа попадаем в уютное древо семьи, возможно, пока еще пустое. Нажимаем на вкладку «Фото» или «Семейные воспоминания». Загружаем фото прапрадедушки или свое собственное в первом классе. И вот тут появляется та самая волшебная кнопочка «Анимировать». Это и есть магия Deep Nostalgia Live Memory. Нажимаем на нее, и через пару секунд на вас смотрит улыбающийся предок. Моргает и будто вот-вот скажет: «Эх, внучек, а при нас Wi-Fi был медленнее». Если ваша душа требует срочно продемонстрировать кому-нибудь свой шедевр, то жмите «Поделиться» и отправляйте анимешку родственникам. Только вы это. Аккуратней там с бабулей, неизвестно, как она отреагирует, если ей дедушка вдруг с того света подмигнет. А есть ли что-то бесплатно? Да. При регистрации вы получаете несколько бесплатных анимаций, чтобы попробовать и сказать «Вау». Потом могут попросить подписку. Капитализм, ничего не поделаешь. Но пару фото оживить можно без оплаты. Некоторые хитрые лисы создают по несколько аккаунтов, но я вам ничего такого не говорил. Если серьезно, то иметь возможность оживлять свои воспоминания в прямом смысле этого слова — это действительно круто. Но нейросети и не на такое способны. Двигаемся дальше. DID. Заставим фото заговорить. Следующий наш герой — DID AI Video Generator. Это уже уровень Black Mirror. Загружаем фото, пишем текст, и человек на картинке говорит. С мимикой, эмоциями, глазами. Можно добавить свой голос или выбрать любой, который вам понравился. Кстати, сегодня я решил почувствовать себя пигмалионом. Слышали бы вы, как прекрасная Галатея признавалась мне в любви, еще и на чистейшем греческом языке. Да, не удивляйтесь, сервис поддерживает более 120 языков, так что можно заставить даже котика говорить на японском. Очень полезная штука, скажу я вам. Можно создать аватара из своего фото, и он не хуже вас проведет презентацию, причем вашим же голосом. А еще перевоплотиться в Генриха VIII и преподавать, например, видеоуроки истории. Я был бы не против узнать от первого лица, что происходило в Англии в начале 16 века. А как вам уроки биологии от Чарльза Дарвина? Что-то я давно о нем не вспоминал. Ну и, конечно, эта нейросеть идеально подходит для создания наших любимых мемов. Тем более, что есть возможность выбрать не только язык, но даже акцент. Чувствую, в вашей голове уже созрело множество вариантов, как использовать такой функционал. Так и не надо сдерживать себя. Досматривайте ролик до конца, скачивайте DID и тестируйте сеть в бесплатном режиме. А вот прерываться от просмотра моего канала прямо сейчас я вам не советую, иначе пропустите все самое интересное.
Дальше мы научимся создавать из фото 3D-анимации, вставлять свое лицо в популярные мемы и многое другое совершенно бесплатно. Так что самое интересное еще впереди, а пока я расскажу вам подробнее о том, что входит и не входит в бесплатную версию DID. Бесплатный тариф на минималках, но весело. Рассказываю, что вы получите в бесплатной версии DID в 2025. Бесплатный пробный период длится 14 дней. В день можно создавать только 20 секунд видео. Не очень много, но не так уж и мало. И помните, кредиты сгорают как конфеты на вечеринке. То есть они не накапливаются. Не использовал — сгорели. Фото можно загружать любое. Выбор шаблонов очень достойный, даже несмотря на ограничения. Генерация видео из текста тоже работает. Синхрон губ и речи на высшем уровне, хоть фильм снимай. Если ваша цель просто повеселиться, поздравить подругу голосом Шрека или сделать мем, то бесплатной версии хватит за глаза. Но если вы бог ТикТока или блогер с амбициями, то в итоге точно соблазнитесь. Про версии. С платной версией у вас в руках появляется целый набор волшебных инструментов. Можно загрузить свой голос, выбрать настроение, скорректировать эмоции, поменять фон и даже задать, каким тоном все будет озвучено. Хотите, чтобы ваш говорящий портрет злился? Или наоборот, звучал как просветленный гуру из Тибета? Все реально. Качество видео почти телевизионное, Full HD, никакого водяного знака, никаких надписей вроде «сделано в тестовом режиме», все выглядит аккуратно, красиво, дорого. Видео, которое не стыдно загрузить в TikTok, встроить в презентацию или показать боссу. Или маме, особенно маме. Даже самый базовый тариф, а это менее $5 в месяц, позволяет создавать видео с качеством, от которого у зрителей будет легкое ощущение магии. Помню, я обещал рассказать, как можно легко и просто, а главное без затрат, создать прикольный мем с собой в главной роли. Обещал? Делаю. Reface. Когда ты — лицо мемов. А вот и он, но король веселья и вирусного контента. Его величество Reface. Все максимально просто. Вы берете свое лицо и вставляете его в мем, клип или даже в сцену из «Пиратов Карибского моря». Готово? У вас есть видео, где вы в главной роли. Интересно, наш приятель Джонни Депп представляет, сколько раз такие вот затейники, как мы, пользовались его... фактурой? Но шутки шутками, а Reface действительно умеет в магию. Просто загружаете свое фото, и приложение, как послушный джин, пересаживает вас в чужое тело. И не как в фотошопе, где нужно все вручную тянуть, подгонять, шаманить. Здесь все автоматически. Одно нажатие, и вот вы уже зловеще смеетесь голосом Хита Леджера или кидаете мизинцем чарку в стиле Петра Первого. Да, фантазия у пользователей тоже не отдыхает. Даже в бесплатной версии можно вдоволь наиграться. Приложение предлагает подборку сцен, клипов, мемов, а также позволяет примерить на себя образ, скажем, Бейонсе в блестящем комбинезоне. Да, результат сохраняется с водяным знаком, но поверьте, даже с ним видео смотрится бодро. Идеально для сториса, чтобы на 5 секунд стать кем-то другим. Или наоборот, очень собой. Только в параллельной вселенной. Нюансы и фишечки. Есть, правда, пара нюансов. Фото должно быть четким, фронтальным, без фильтров, теней и загадочной полутени от капюшона. Ну и лучше не злоупотреблять широкой улыбкой. Зубы в кадре иногда превращают вас в слегка альтернативную версию себя. Но если видео получилось странным, считайте, что это авторский стиль. Немного сюрреализма еще никому не повредило. Конечно, приложение подсовывает рекламу и время от времени намекает на платную подписку. Но для спокойного флирта с виртуальной славой и бесплатной порции фана этого более чем достаточно. Reface — это не только про посмеяться и забыть, а еще и способ добавить щепотку креатива туда, где обычно ограничиваются смайликом. День рождения у друга? Вместо банального поздравления видео, где вы в образе Гэндальфа торжественно заявляете «You shall not грустить» или вдруг поете дуэтом с Майклом Джексоном. А почему бы и нет? Некоторые делают из этого настоящие мини-спектакли. Пятничные перевоплощения. Сегодня вы Джон Сноу, завтра Шакира, а в воскресенье тот самый грустный кот, жующий лазанью. Просто потому что можете, потому что это весело. Если в вашем дне не хватает легкости, вы знаете, что делать. Большая сцена ждет вас. Камера, Reface, мотор. Talking Heads. Те самые говорящие, смешные, иногда жутковатые головы. Talking Heads — это магия из коробки. Загружайте фото, выбирайте эмоцию или движение. И тут человек на фото вдруг оживает, точнее его лицо. Оно улыбается вам, игриво приподнимает брови и откровенно смеется. Вот прям смотрит живыми глазами и смеется. Но самое главное, оно говорит. И все это делает не абы как, а плавно, аккуратно, без швов и зловещих глюков. Ну, почти всегда. Селфи? Да. Портрет бабушки? Да, оставьте уже бедную бабулю в покое, но вообще да, можно. Картина из музея?
Пожалуйста, только не шумите. Охрана может не оценить. Лицо на картофелине? Ну кто мы такие, чтобы мешать искусству? Хотя за результат лично я отвечать не рискну. Бесплатная версия весьма бодрая, можно оживлять и даже записывать видео. Правда, с водяным знаком. В платный экспорт без логотипа, HD-качество и чуть больше гибкости. Работает это все через сайт или в приложении, доступном для iOS. На Android тоже можно, но с легким шаманством. Как это работает? Talking Heads использует генеративные модели, включая Motion Transfer. Фото анализируется, а затем ИИ примеряет на него шаблоны движений, улыбки, фразы, эмоции. А если загрузить аудио, лицо начнет говорить именно этот текст. Можно даже говорить в микрофон и получить анимацию в реальном времени. Выглядит как волшебство, а на деле просто очень умная нейросеть. Я, например, заставил одного почтенного господина читать рэп. Вы подумали про Дарвина? Нет, с отцом эволюции я бы так не посмел. А вот с директором своей бывшей школы получилось неожиданно, душевно. Это был катарсис. Не повторяйте. Шучу. Повторяйте со всеми, на кого когда-нибудь хотели, но не могли покричать. Отличный антистресс. Только не говорите никому, что я это вам посоветовал. Если же хочется не просто движений, а чего-то покруче, с поворотом головы, с легкой 3D-пластикой и ощущением живого присутствия, добро пожаловать в Pixual Talk. Это отдельный инструмент от той же команды, только теперь изображение будто выныривает из кадра, осматривает вас с ног до головы и слегка хмурится, если не поставили мне лайк. Шутка. Или нет? В общем, хотите, чтобы картинка заговорила? Talking Heads вам в руки. Жутко? Возможно. Весело? Абсолютно. Immersity AI. Полное погружение. А теперь отдохнем от разговорчивых лиц и перейдем к чему-то более скульптурному. Встречайте Immersity AI, нейросеть, которая не заставляет изображение двигаться. Ее волшебство в другом. Нейросеть берет вашу плоскую картинку и вуаля, превращает ее в объем. До Пигмалиона мы все еще не дотягиваем, ребята. Свою Галатею даже в 3D объеме мне, конечно, не обнять. Но от этого она не менее прекрасна. Immersity не будет просить вас говорить в микрофон, подгружать аудио или делать 10 попыток, чтобы вы не моргнули. Все проще. Вы заходите на сайт, загружаете фото, нажимаете пару кнопок и через несколько секунд получаете короткое видео, где ваш объект плавно поворачивается то одной, то другой стороной, словно позирует для модного журнала. Происходит это как бы за счет движения камеры, фон уходит вглубь, и вся сцена выглядит ожившей. Настоящий эффект «Вау!» Без анимации, но зато с ощущением, будто вы попали в другой угол реальности. Интерфейс на английском, однако не переживайте, он понятнее, чем большинство инструкций к микроволновке. Повторюсь, если вдруг кто не расслышал, работает прямо в браузере, никаких приложений, никаких регистраций с подтверждением по голубиной почте. Не нужно даже подписываться кровью или разгадывать капчу в 16 этапов, представляете? Immersity AI. Где применить? Этот искусственный интеллект не предлагает генерации по тексту, Immersity не нуждается в наших наставлениях, она сама знает, как представить изображение в самом выгодном свете. Чарльз, мне кажется, оценит такую эволюцию, вот закончу вам про нейросети рассказывать и спрошу у него лично. Ну какая же это удивительная штука, AI? Я вам говорю, что с Дарвином пойду пообщаюсь, а вы даже не принимаете меня за сумасшедшего. Или принимаете, но что-то я отвлекся. Вернемся к Immersity. Результат преобразования фото всегда ровный, плавный и без сюрпризов. Отличный вариант, если хочется быстро и эффектно оживить, например, изображение товара. Или сделать аватарку посолиднее. Или просто поразить друзей в чате, пока они все еще используют стикеры из 2019-го. Кстати, это одна из немногих нейросетей, которую спокойно можно использовать в продажах. Допустим, у вас интернет-магазин. Вместо унылого фотокаталога вы загружаете товары в Immersity и получаете не просто изображение, а объемный динамичный лукбук. Покупатель смотрит и сразу хочет это купить, потому что не просто видит, а ощущает. Это уже почти реклама будущего. А если серьезно, то для визуального маркетинга такой подход работает как магнус-эффект на мяч в теннисе. Красиво, эффектно и сложно отвести взгляд. Immersity AI — это форма, свет и немного волшебства. Идеально для товаров, предметов, портфолио и, возможно, для вашего внутреннего пигмалиона. Вот такие они, нейросети 2025. То, что еще вчера казалось фантастикой, теперь просто кнопка на телефоне. Мы показали вам 5 нейросетей, от почти волшебной MyHeritage до деловой и объемной Immersity. Каждая из них по-своему хороша. Кто-то дает лайф и эмоции на фото прабабушки, кто-то делает идеальный мем или даже дарит вашему продукту кинематографический объем. Мир меняется, и теперь не только рисуют, они оживляют.
А мы наблюдаем, играем и учимся использовать их с умом, потому что однажды ваша говорящая аватарка может продавать чайники лучше вас или читать стихи вместо. Главное, чтобы без водяного знака. Понравилась тема? Мне очень. Теперь вот думаю с Клеопатрой поближе познакомиться, а если хотите еще больше магии, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите в комментах, какую из нейронок вы уже опробовали и кого успели оживить. И обязательно расскажите, какой сервис поразил вас больше всего. Это был Pancake. Мы не нейросеть, но стараемся звучать не хуже.